Привет, ребята! Сегодня мы приехали на рынок фермерский в самом центре Минска на Кальварийской 21. Раньше по субботам сюда приезжали фермеры и гастроэнтузиасты. Они располагались на улице, а сейчас у них появилось свое крытое помещение. Организатор такого проекта – гастроэнтузиаст Ксения, хотя я бы, наверное, назвала ее продюсером для фермеров. Мы поговорим о таком движении, как Slow Food. В принципе, может ли фермерство быть прибыльным бизнесом? Ну и, конечно, например, попробуем белорусские улитки. Погнали! Для тех, кто не знает, проект «Все свое». Вот в одном предложении, что это? Это такая душевная тусовка для фермеров, гастроэнтузиастов и тех, кто любит хорошую еду. Обычно наш рынок начинается каждый, знаете, с чего? Все раскладываются и друг к другу начинают вот таким вот круговым движением идти. Так, я же у тебя хотела шоколад, так, ты мне положил сыр, то все. То есть мы сами потребители своего же. Тут нет таких бизнесменов, бизнес-план, я наварю 10 банок джема, продам там за 100. То есть мы так вообще не существуем. Мы живем просто вот одним позывом, одной какой-то идеей и пытаемся реализовать. 8 лет назад, когда, помните, были всякие маркеты, какие-то тусовки, они только-только зарождались, и нечего было есть на них. То есть люди приходили, у меня были там дети, они постоянно что-то требовали, а еды не было. И тогда я предложила вот директору фэшн-маркета, говорю, давай я приду к тебе с супом. Она говорит, ну это, конечно, жесть, тут платье дорогущее, а ты со своим супом из брокколи. Я говорю, давай попробуем. И вот это вот «давай попробуем» это и есть девиз гастроэнтузиаста, любого. Вот эти, да? Да. Хорошо. Может, еще картошечку здесь кушаете горяченькую? Настюш, 670 грамм. Как вы себя позиционируете, я не знаю, фермеры, хозяйственники? Мы гастроэнтузиасты. Это все началось в апреле, когда была первая волна ковид. Мы всех детей собрали и уехали в деревню туда. Ну и было такое желание, говорю, давай что-то мясо какого-то вкусного сделаем. Ну хорошо, давайте сделаем. Вообще в мыслях сделать коптилку было давно. Ну а тут время свободное, все. Это все горячего копчения, свинина, курица, также рыбку мы делаем. Вы знаете, это у нас, я не скажу, что это бизнес, да, это хобби, которое приносит не только удовольствие, но в то же время позволяет заработать копеечку. Когда мы первый раз сюда приехали, это был в августе месяце, мы первый раз участвовали. Ну так, пробно приехали, и мы продали просто все. Тоже начали люди звонить, хотим вас видеть, потом одни выходные нас не было. И люди Ксении говорят, когда ваша копченость приедет? Все, вы сейчас постоянно здесь. Это вам. Приятного аппетита. Ребят мы искали, мы их приглашали, мы их заставляли приехать, потому что никто не хотел выходить из своей зоны комфорта, из своих клиентоуволожений. Да мне на рынке и так все нормально, зачем вы мне, зачем мне Минск? Вот. Но, слава богу, какие-то успешные, наверное, истории ребят, они начинают вдохновлять других, которые за ними следят. Вы готовы к тому, что фермерство может стать, скажем так, прибыльным бизнесом для людей? Фермерство, в принципе, очень прибыльный бизнес. Я выступаю за то, чтобы та же молодежь сильно не заморачивалась какими-то дурацкими совершенно профессиями, на которые они идут учиться в институт, отучились хоть где-нибудь и делали на селе нормальное дело, потому что село умирает не потому, что нам кажется, там кто-то пьет или еще что-то, а потому что люди не хотят просто работать. Они все еще по-советскому привыкли, что надо пойти на дядю и получать зарплату, и все будет тогда супер ништяк. А фермерство – это как раз выход на самореализацию, это выход быть самому себе хозяином. И это просто другое совершенно мышление. Понимаете? Но тоже вот нас часто говорят, у вас такая дорогая продукция, ля-ля-ля, тут бабушек не накормишь и так дальше. И я сама мучилась, что, может быть, мы ходим там за бабушками, которые выходили с рынка, говорили, ели там вот такие цены, там, да, обалдели эти все фермеры. Во-первых, цены все оправданы, здесь нет ни одной неоправданной цены. Вот у меня 3 детей, вот у меня 5 племянников. И сегодняшняя наша задача – это накормить тех, кто будет кормить нас. И когда мои дети приходят в гости, они говорят так, хлеб домашний. Если не домашний, они типа не едят эти бутерброды даже с колбасой. Вот. То есть наша задача – вырастить новое поколение. Позвонил товарищу во Францию, говорю,
Это съедобный сорт, а ты что, это наш любимый бургундский сорт. Смело кушать. А вы вообще сами изучали, я не знаю, вот кто еще у нас в стране производит, вот много человек занимается выращиванием фермеров? Когда мы начинали, это было 6 лет назад, по тем временам еще никто не занимался. Но за 6 лет мы реализуем технологию выращивания. К нам обращается много фермеров, приобретают эту технологию выращивания. Я им помогаю, как это делать. На сегодняшний день рабочих таких, вот, которые достигли уровня ряды, кормят 4 фермы в Белоруссии. Я тебе говорю, это не морепродукт, это сухопутный продукт. Это как обычное мясо, но просто белковое, более нежное. Я не говорю есть каждый день улиток, просто добавлять в рацион. А сколько так можно съесть, я не знаю, за раз? Я с голодного, если вот так поработал там, Вик говорю, давай что-нибудь мне поесть. Быстренько могу сейчас улиточек. 15-17 штук, а вот я, если ничего не ел. Слушайте, ну это Я нашел, могу сделать. Конечно, мы бы хотели арендовать на долгое время, на каждый день, но мы не столь коммерческая организация, поэтому, слава богу, что нас приютили хотя бы по субботам за не очень большую сумму с размерно другой аренде в Минске. Этот год научил нас не загадывать дальше недели вперед. Мне нравится вообще эта идея, как движение, да, slow food, вот из Италии к нам пришло, но это понятно, что как противопоставление вот ресторанам быстрого питания, там типа KFC, наши вообще белорусы, вот как к этому движению присоединяются, и сегодня можем ли сказать, что вот slow food набирает какие-то обороты? Беларусь очень такой уникальная вообще страна по отношению к еде, потому что мы еще фастфуду не продались. Слава богу, у каждого из нас есть бабушка или тетушка, или еще хоть кто-то есть в деревне, мы все хоть как-то связаны с землей. Нет ни одного белоруса, который может остаться без мешка картошки осенью. Ну, вы согласитесь со мной. Поэтому slow food – это вообще наши реалии. Как вообще жизнь в деревне? Существует ли она за пределами Она Минска? офигенная, круче жизни я еще не испытывала за все свои 31 год. Хотя я совершенно не деревенская. Мы впервые чувствуем, что такое настоящая свобода. А настоящая свобода – это положиться только на свои силы. Это вот ответственность, это выйти, это выпрыгнуть из такого жуткого городского инфантилизма. Лиза, быстро скажи парням, чтобы они остались. Лиза, быстро говори, парни, стойте, сейчас Лиза вам скажет все, что как надо. Она, моя племянница, лучшая в Минске по китайскому языку и поступила в Китай в этом году, представляете? Так что пусть отрабатывает. Очень часто к нам приходят фермеры и начинают сразу жаловаться, как все плохо, как им не дают какие-то там земли. Фермерам государство, оно реально так хорошо лицом повернуто к ним, что им даже бесплатно земли дают, а не, как в Европе, например, нужно их выкупать. Но если тип мышления потребительский, то тебе, конечно, очень сложно. Ты приходишь в исполком, начинаешь сразу орать, где моя земля, я тут стал, я плачу налог 20 рублей в год, и вы теперь мне все супер офигенно должны. Если у тебя такой позыв, то, к сожалению, ты не удержишься. Вы правы, действительно, до сих пор у нас с рынка нет красивых фоток, как кто-то сидит, вот есть там картошку с мясом или отгрызает кусок сала, да. Никто еще все-таки не хочет это все постить и показывать во всенародное обозрение, что да, я ем сало. То есть все еще вот этот вот стыд за свою родную еду, он есть. И мы пытаемся этот стыд развеять. Конечно, продукция с фермерских рынков вызывает больше доверия. Во-первых, ты можешь попробовать, ты видишь в глазах производителя, можешь с ним пообщаться спокойно и покупая у него продукцию, ты знаешь, что ты его поддерживаешь, его семью поддерживаешь. В общем, хорошее это дело. Давайте мы тоже будем как-то поддерживать фермеров. Если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что делать.